Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вот это здесь у нас мультифлора находится, и не только мультифлора. Уже сегодня 22 ноября 2021 года. И вот у меня тема сегодняшнего видео это ответы на ваши вопросы. Вот смотрите, можно ли оставлять, кто-то мне писал, что можно оставлять мультифлору, накрыть просто сверху, чтобы не затекало. Вот эти у меня кустики, вот эти именно вот сиреневые розочки мультифлоры были оставлены с прошлого года, а вот белые были досажены, и там вот сиреневый тоже был досажен, вот желтенькие тоже, и вот эти уже корейские среднерослые красавцы тоже досажены были, их нельзя оставлять. А вот мультифлору можно оставить, если я их смогу укрыть, когда будут сильные снега или много осадков. Самая главная проблема — это для хризантем много воды. И если очень холодно, резкие перепады, просто-напросто погибают все растения. И эта опасность их поджидает весной, чаще всего весной. Вот сейчас я их тоже оставлю, не буду стричь, оставлю, чтобы они сохраняли тепло. Но если будет очень много дождей, придется их состричь и накрыть чем-то, какими-то такими сухими укрытиями, может быть, шифером. Но пленкой нельзя, потому что будут, если возврат тепла, они запариваются, тоже погибают. Поэтому открытый грунт в последние годы, а особенно в следующий год, 2022, будет опасным для того, чтобы хризантемы оставлять в открытом грунте, особенно в местах, где будет собираться вода. У нас будет очень много осадков, это весенний период, зима, весна. И, естественно, сюда, вот под корешочки, к хризантемам будет попадать вот это большое количество влаги. И они начнут болеть и погибать. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас вот эти простые все, выносливые, высокорослые, тоже вот, смотрите, брызги шампанского, мы их оставляем. Они здесь находятся на пригорке, и здесь им очень хорошо, потому что они не будут здесь находиться в воде. Вода будет стекать. А вот остальные наши корейские среднерослые, вот эти низкорослые хризантемы и часть мультифлоры мы выкапываем и высаживаем в горшки. И сейчас я покажу. Вот эти все великолепные, смотрите, прекрасно, еще мороз снизу не побил. Вот эти хризантемы корейские низкорослые, я их все выкапываю для того, чтобы сохранить до следующего года. Мало того, что они будут еще и маточными кустами, для того, чтобы размножить, я потом их еще и высаживаю. И сразу же ответ на вопросы: не выбрасывать ли маточные кусты. Ни в коем случае я не выбрасываю никогда. Даже второй год не выбрасываю. Так, надо аккуратненько так копать, чтобы не повредить корешочки. Вот. Корень большой, очень хороший. Поэтому сейчас покажу, тут столько росточков. Так что надо будет, у меня уже готовый большой горшок, больше 3 литров. О, смотрите, какая красота. Вот она. Это чудо. Это новые побеги в следующем году. Будет еще больше красивый такой куст. Вот таким образом. Вот это убираю. И несем на высадку. Вот мы подошли к месту, где я буду делать высадку. Вот большой корень. Я беру тут более 3 литров объем горшки. Нужно как можно больше, но в данном случае у меня этот корень подойдет. Я не стригу корни, а вот, кстати, земля у меня именно садовая. Ничего не добавляю, она очень хорошая земелька. Так, на дно. Не ставлю ничего туда. Просто очень хорошая земля. Не хочу избавлять корни от такого прекрасного питания. Так. И теперь засыпаю аккуратненько. Так, вот это, чтобы не поломалось. Вот такая красота. В саду у нас были деревья старые, и мы их обрезали. Они уже и старые, и заболели.
И там очень хорошая земля. Вот мы эту землю собрали, верхний слой, и сюда замочили. И вот так вот высаживаем все эти наши. И маточные они будут кусты, и потом я их буду даже высаживать уже. Вот смотрите, какая красота. Это просто невероятно красиво. Ну вот, уже посажен, номер записан. И вот такой цветок. А чего ты не срезаешь их? А сегодня день стихии воды, сегодня знак рак. И если я буду срезать, то, естественно, растение может погибнуть или болеть. А идем, я покажу. Я в прошлом году сделала такой эксперимент. И чем это закончилось для моих хризантем. Вот смотри, я срезала вот специально несколько кустиков. Конечно, жалковато их и не сохранишь уже, потому что они заболели. Это вот срезка в знак стихии воды. Очень опасно для растений. Затем они, видишь, болеют. Теперь понятно. Да, вот просто когда видишь пример и на практике убеждаешься в том, что это очень плохо, естественно, тогда не делаешь вот этих ошибочных шагов. Вот здесь мои хризантемы, посаженные уже в горшках. И будут они дожидаться до 25 ноября 2021 года, то есть до послезавтра. Ничего страшного с ними не случится, зато они будут обрезаны в знаке стихии огня, во льве, быстро рано засохнет, и они будут все здоровы до следующего вот сезона. Еще один пример зимовки хризантем. Это у меня купленные. Я уже вам показывала, что я их купила. Смотрите, они были в небольшом горшочке. И я их перевалила в больший горшочек. И вот здесь уже, видите, есть у нас маленькие побежки. Они продолжают цвести. Я не нарушала их корневую систему. Но, естественно, я не удержалась, когда увидела вот этот цветочек. Тем более, что это продает на рынке женщина, у которой я вот эту всю красивую коллекцию купила. И хочу, слово же, здесь горшок небольшой. Мне нужно перевалить в больший, видите? Что я делаю? Снова же использую это горшок где-то до 4 литров объемом. Чем больше, тем лучше, но у меня ничего другого пока нету сейчас на данный момент. У меня плодородная земля сада. И сейчас попробую его вытянуть. Красивые, очень красивые. Надо поливать, тогда быстрее с горшка оно выльется. Вот так вот сейчас немножечко. Вниз я смотрю вот так примерно сколько мне надо, видите? Ага, и здесь земли вот столько. Вот. Значит, я могу, здесь травка. Я знаю, что эти люди не высаживают в какие-то торф или еще что-то такое. Видите, это обычная садовая земля тоже. И очень хорошая корневая система. Не нарушаю. Я увидела, что здоровое растение. Все здесь нормально. Тоже буду в зеленые дни. Послезавтра уже буду очищать. И здесь то же самое сделаю. Поэтому я даже не нарушая корневую систему, просто делаю вот такую перевалку. Здесь, смотрите, свободное место по бокам. Я вот это свободное место, для того, чтобы образовалась корневая система, вот таким образом эту землю, вот, влажная земля, я не заливаю, потому что хризантемы не любят сильно много воды. И часто, особенно, есть у нас любители, которые поливают, готовы поливать каждый день, для того, чтобы... Ой, поломала немножечко, а такая красота у нас. Для того, чтобы они лучше росли. Они не любят. Вот я вот этот горшок с момента посадки всего-навсего один раз поливала. И он у меня в теплице. Я не срезаю это растение до тех пор, пока оно не прицветет. Почему? Потому что здесь корневая система целая сохранена. Это перевалка, а при перевалке можно оставить растение, пусть оно растет. И тем более, что есть условия теплицы. Это поздние сорта, но они мне очень нравятся, эти лимонные солнечные краски. Поэтому я их оставляю. Вот перевалочку сделала. И уже когда они отцветут, я сделаю обрезку им.
номер, конечно, подпишу, и на следующий год я уже буду иметь вот эти цветы, и их буду снова же выращивать уже в горшках, для того, чтобы можно было легко перед заморозками, перед морозами, которые нам испортили много цветов, просто взять, вытянуть и занести в теплицу. Еще один пример. Смотрите, какая огромная корневая система, огромный куст вот этих красавцев. И я их тоже хочу. Это, кстати, был куплен в прошлом году. Несколько цветочков было в горшке у этой же женщины. И вот он, маточный куст. Я набрала немножко череночков. Но сейчас его снова же. Смотрите, сколько здесь вариантов очень хороших получения прекрасных новых череночков и новых кустов. Что я делаю? Мне нашла старое ведро. Здесь дырочка такая есть. Главное, чтобы лишняя вода, если что, истекала. Ну и сюда я сделаю вот такую на дно, такой дренаж, подушку такую. Вот, потому что корень очень большой. Если маленький, то 3-4 литра это нормально объем земли. Здесь у меня ведро на 12 литров объем, но получится 10 литров земли будет. Засыпаю снова же садовую землю. Она влажная. Не поливаю. Пока не спешу поливать. Вот. Делаем вот так вот. Прижимаем. И вот таким же образом я их сюда и высаживаю. Придется вот эти фиксаторы установить для того, чтобы удерживалось растение. Вот по сторонам. Вот таким образом. Ну, вот это уже поломался. Тут ничего не поделаешь. А теперь засыпаю корни земелькой. Надо, чтобы корни были внизу, чтобы они не торчали вверх. Вот так вот я их хорошенько. Просто нужно всегда индивидуально подходить к каждому растению. Теперь вот с этой стороны. Так у нас удерживается. Как и человек. Ну, один любит одно покушать, другой другое. Третий любит вообще ничего не кушать. Вот, или одежда. У каждого свое. Вот так и в растении. Вот этот большой у нас цветок хризантемы. Ему нужна вот большое пространство для корней. И затем я его весной все равно высажу, выкопаю яму и высажу вот так вот. И смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что этот куст, мы его потом обрежем. Смотрите, как хорошо корневая система и само растение будут находиться, зимовать в этом ведре. Так что старые ведра не выбрасывайте, их можно использовать для того, чтобы посадить на зиму вот такие прекрасные цветы хризантемы, корейские, среднерослые. Подведем итог сегодняшнего видео. Первое. При неблагоприятных погодных условиях, а именно такие условия ожидаются в наступающем 2022 году, корейские низкорослые и среднерослые хризантемы, и в том числе и мультифлору, нужно выкапывать и пересаживать в горшочки или большие горшки, ведра в благоприятные дни. Для этого мы готовим агрогороскопы на месяц и на периоды нахождения Луны в определенном знаке. И это у нас постоянно на нашем канале всегда есть в открытом доступе. Второе. Если оставляем хризантемы, обычные, они хорошо зимуют, а также высокорослые, корейские, индийские, и в том числе и мультифлору в открытом грунте, то создаем им сухие зимовку и весну. В 2021 году все мои хризантемы, которые замокали весной, погибли, хотя зиму пережили хорошо. Третье. Следующий пункт касается опять же весны, вернее возвратных заморозков. Несколько хризантем в теплые весенние деньки у меня стали наращивать побеги, но внезапный антициклон, который принес минусовую температуру,
убил нежные побеги. И после этого растения также не выжили и не пришли в чувство, естественно, не дали этих новых ростков, растение погибло. Поэтому, если хризантема в открытом грунте хорошо перезимовала, позаботьтесь о защите этого растения от морозов весной. Варианты разные. Это может быть агроволокно, большие пластиковые бутылки, может быть еще какой-то вариант, у каждого свой. И еще один вариант сохранения растений хризантемы зимой в квартире. Многие наши зрители пользуются распродажами в супермаркетах в нынешнее время. И вот вы часто в последние дни спрашиваете, что сделать, чтобы сохранить хризантему, чаще всего именно мультифлору. Это любимица сейчас такая у всех. И моя тоже, кстати. Это касается, кстати, и других разновидностей хризантем. Как их сохранить после покупки? На нашем канале есть плейлист хризантемы. И там уже есть видео о том, что нужно сделать с растением в горшке. Напомню, в благоприятный день информация на нашем канале также дается наперед в агрогороскопах. Всегда напоминала и напоминаем. Вот сегодня у нас очень хороший день, в день выхода этого видео. И вчера был 22-го, но вот мы с ним делали эту работу 22 ноября. А дальше следите за нашими выпусками агрогороскопов, в которых будет идти речь и об этом агроприеме. Итак, что нужно сделать? Подготовьте заранее плодородную землю, но не кислый торф, а чаще именно такой и продается. Подготовьте горшок чуть больше, чем тот, в котором купили растения хризантемы. В благоприятный день вытяните растение с комом земли и внимательно изучите состав грунта на корневой системе. Если растение росло в торфе, то у корневой шейки есть обычно остатки удобрений в виде горошин желтого, кремового цвета, но чаще всего вот такие бывают. Подготовьте таз с водой теплой и вымойте аккуратненько всю корневую систему, не нарушая корешки. Вымойте вот этот торф и эти удобрения. А теперь уже вот чистая корневая система у вас есть горшок и плодородная есть земля. Теперь высаживайте растение на новое место в другом горшке в плодородный грунт. Причем этот грунт должен быть заранее увлажненный. Я сегодня вам показывала, как я это делаю. Я не заливаю, я только влажный грунт использую. Хотя сегодня время стихии воды можно было бы поливать. Нельзя поливать, нельзя переувлажнять. Посадку проводите очень аккуратно, чтобы не повредить корешки. Бывает такой вариант, что в горшке сухой грунт и корни стали отмирать. У меня вот такие варианты были уже. Тогда вот такие корешки очень аккуратно снова же срезаем по краям. И после купания вновь высаживаем растение в горшок, в плодородную увлажненную землю. Что касается обрезки побегов, а это и есть зеленая операция, то, и, кстати, мы об этом всегда тоже говорим, обрезку побегов нужно сделать на высоте до 10 сантиметров от корневой шейки, от основания растения. И обрезку проводите в дни стихии воздуха, огня, земли на убывающей луне. Опять же, наши агрогороскопы вам в помощь. Возможен вариант обрезки после посадки через пару дней, как это сделала сегодня. Вот я показывала, я высадила целиком растение, а уже в ближайшие дни, когда можно будет обрезать, далее такая будет стихия огня, как дни во льве, я использую это время. Убывающая луна очень хорошее время для того, чтобы провести зеленую операцию. Зеленая, потому что растения и побеги еще живые, у них еще идет сок по побегам, так что это живое растение. Важно не создавать условия для заболеваний хризантем, потому что споры грибковых заболеваний и вирусы в дни стихии воды, если вы будете обрезать, допустим, в знаке рак, рыбы, скорпион, они очень быстро попадают и перемещаются по сосудам побегов хризантем. Учтите эту подсказку. Я вам показала несколько растений, которые я именно
обрезала вот в такие дни. Но вот приходится что-то терять для того, чтобы опыт был доступен не только мне, но и другим, чтобы не повторяли вот эти ошибки. И завершающий вопрос: что делать дальше с пересаженной хризантемой? Можно оставлять в доме и создавать благоприятные условия с температурой от плюс 15 до плюс 24 градусов, раз в неделю благоприятный день поливать. А можно дать отдохнуть растению. Можно занести горшок с растением в погреб, в ящик балкона. Есть такие ящики специально, многие садоводы готовят такие ящики, там хранят растения зимой. Можно в лоджии хранить, но нужна темное и прохладное место, можно и кладовку использовать для этого. Температура должна быть там от плюс 1 до плюс 7 градусов. Раз в 10 дней можно приносить в квартиру горшок с растением, то есть с остатками, корнями, осматривать, но не заливать. И снова горшок заносить в зимнее хранилище. После того, когда вода впитается и растение не будет в воде находиться, подсохло, заносите его обратно. То ли это кладовка, то ли у кого погреб, или же в квартире есть возможность лоджии или балкон. А вот в конце февраля, начале марта можно занести горшок на подоконник, полить, дать подкормочку и растить уже для черенков. Напоминаю еще раз, хризантемы не любят частых поливов и холодной температуры у корневой системы. Это губительно, даже смертельно для них. Вот, пожалуй, все ваши вопросы мы и рассмотрели. Будут новые вопросы – ответим. Пишите, спрашивайте, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки или дизлайки, это уж кому что нравится. А мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Красоты в вашей жизни, здоровья вам и вашим растениям, тепла и уюта в наступающую зиму 2022 года.